Доброе утро. Я к вам опять в таком виде не накрашенная. И я приглашаю вас в незабываемое путешествие, событие моей жизни. И многие сейчас посмеются, но сегодня первый раз я поеду на своем байке в Убуд. Встала очень рано, конечно же, все равно проебала время, хотела выехать раньше, чтобы были пустые дороги. Сегодня суббота. Предыстория. Я вожу байк уже год. До того, как я села на байк, я не водила никогда ничего. Даже велосипед. Это вообще не помню, когда на него последний раз садилась. Я брала 3 урока с инструктором. И первые, там, не знаю, 3 месяца ездила примерно вот так вот. Это было очень жестко. Я буквально каждый раз себя заставляла, вот здесь вот сидела на террасе и примерно полчаса уговаривала сесть на байк. Мне было просто экстремально страшно. И вот спустя год я как бы езжу, но у меня есть страх выезжать на большие трассы и на большие расстояния. Мне кажется, что я этого не вынесу. А, Несмотря на то, что как бы я все соблюдаю, езжу очень аккуратно, не очень быстро, но мне все равно какой-то есть страх того, что там, не знаю, на трассах очень большая скорость, нужно держать поток. И вот как бы все равно чувствуешь себя немножечко ограниченной в этом плане, что все куда-то ездят, путешествуют по острову, а я, собственно, этого не делаю. Сам прикол, что многие люди здесь, я вообще не знаю, что это за феномен, просто никогда не садясь до этого за какое-то вот транспортное средство, садятся на байк, пиздохают на какой-нибудь север просто по серпантинам, и как бы для них это ок. Я не понимаю, либо со мной что-то не так, либо с ними что-то не так, либо у них нет инстинкта самосохранения, либо я сыкуха до такой степени, что как бы, блядь. Мне очень страшно сейчас. Я уже обосралась раза 3 за утро. Фу, и чем ближе, вот мне уже все, я собрала вещи, мне уже нужно прям садиться и ехать. Я решила сделать несколько остановок, буду останавливаться у Индомаритов, примерно там, не знаю, разделю путь на 4 отрезка, и последний у меня будет уже в Убуд приводящий. В общем, буду вам показывать в этом влоге мое путешествие в одиночку в Убуд, что я там буду делать. К сожалению, я не смогу снимать вот так вот на байке, чтобы вы видели, какие там виды. Ну все, я заправилась. Я купила карточку на платную дорогу. Я начинаю свое путешествие. И вот сейчас стало страшно. Выезжаю с своего района. Ну что, я уже час в пути, и я просто всю дорогу ехала и улыбалась, что у меня получается, что я еду, что все хорошо. Но вот эта часть пути была прям достаточно свободной, несмотря на то, что я поздновато выехала. Вот, осталось полчаса до моего отельчика, и, собственно, все. Я, походу, почти справилась. Но реально детские такие чувства. Офигенно. Hello. Сделала это. Ну что, давайте посмотрим рум-тур. Очень классный гест, стоит копейки, он абсолютно новый, и я даже была удивлена, что настолько все соответствует фотографиям. Вот такая вот комната, классная тумбочка. Я бы, конечно, тут много чего положила. Вот, все новенькое, все новенькое. Hello.
И все выходные в этом месте я думала о том, что я бы даже, наверное, на какой-то длительный срок могла пожить в этом номере. А вот в душе, кстати, пару раз не было горячей воды, и я очень жестко обломалась. Ну что, поздравьте меня, я впервые в жизни доехала до Убуда. Вы знаете, реально 1,5 года, наверное, об этом мечтала, но меня эта мысль просто парализовала. И я так рада, что у меня, видимо, появились силы, появилась смелость, появилась энергия на это. И я вот вчера проснулась с мыслью, что все, надо ехать. Это реально вот именно так и было. Просто это была первая мысль, может быть, мне что-то во сне снилось, я не знаю. Это была первая мысль после пробуждения. И я сразу такая, так, что у меня по деньгам, что я могу себе позволить и так далее. Это, конечно, круто. Я так думаю, что это был какой-то порыв души. Может быть, меня здесь что-то ждет. Кто знает. Нужно почему-то мне было быть в Убуде. И я поняла, что это для меня, знаете, такая терапевтическая поездка. Почему? Потому что у меня сейчас обострились проблемы с моим чувством небезопасности, которое условно как-то у меня не образовалось в детстве, и я постоянно чувствую себя в опасности. Я не знаю, как это объяснить, особенно на Бали. Это обострилось. Мне все время кажется, что со мной что-то плохое может произойти. Естественно, повышается тревожность, и, естественно, этими мыслями я притягиваю всякие происшествия. Вплоть до того, что там, не знаю, вот разбила свою руку, рассекла локоть до швов. И когда я вчера проснулась с этой мыслью, я поняла, что так, это будет страшно, мне нужно это превозмочь, но это будет терапевтично, и это докажет мне, что мир для меня безопасен. Мир все делает для меня. Я еще 2 дня вытаскивала карты, и эти карты тоже все были о том, что ну Бог меня бережет, хватит бояться, потому что если так много страха испытывать, то можно вообще не жить. Меня уже, к счастью, заселили вот в такие вот красивые, не знаю, в такую красивую комнату. Все здесь красиво, покажу сейчас, или уже показала, не знаю, как я там замонтирую, как это все здесь выглядит. Буквально 2 комнаты, всего за 1000 рублей, на минуточку. Здесь вот прям напротив какой-то храмик, очень много зелени. Единственное, что прям, блядь, вот здесь вот во дворе какое-то микро такое здание, и они там то ли облицовку из плитки делают, ее пилят, то ли что. Sorry, я. Вот единственное, что они мне сказали, но как бы за 1000 рублей грех жаловаться. Сказали, что работают с 9 до 4. Я завтра тогда часов 8 проснусь, чтобы понаслаждаться этим местом вообще в тишине. Но надеюсь, в воскресенье они не будут работать. Короче, я прям горжусь собой. Всю дорогу ехала с улыбкой. Все там, я не знаю, наверное, часа 2 я ехала, но не больше. И прям чувствую, что время пришло. Прикольно. Все, пошла делать планировать свои дни. Посмотрите, какое растение. Просто с огромными листьями. Такими вот. На самом деле, в этот день как-то я себя не очень комфортно чувствовала в центре Убуда. Я была после массажа с грязной головой, какая-то вся очень опухшая, уставшая. И что-то мне как-то хотелось побыстрее укрыться в своем прекрасном гесте, но нужно было поесть, потому что я была очень голодная.
времени 4 часа, а я ела в 8 утра. Еще и сейчас после массажа я просто офигеваю, как это вкусно. Can I shoot you? You're so beautiful. Короче, Короче, я пока на эмоциях хочу записать эту историю, потому что мне кажется, что это какое-то чудо вообще. Я сегодня целый день ездила и думала о том, что мне так хочется прикоснуться к локальной культуре, но не через, ну, там, не пойти какой-то там с каким-то гидом и так далее, а как бы через общение, реальное, живое общение с локалами. Мне пока такое не удавалось. Ой, Рисик, не падай. Короче, я заселилась вот в этот гест. Всего лишь 2 комнаты с кухней. Он находится как бы на территории, ну, условно, на чьей-то территории, да, на этой территории еще 2 дома или 3 даже, в котором живут люди. И есть такой площадка, где несколько темплов стоит. Сегодня вечером сижу здесь просто на крылечке, как раз-таки снимала для вас вот эту вот красивую всю атмосферу. И вот эта вот прекрасная, красивая женщина ходила и делала подношения, причем она делала буквально, я не знаю, сколько здесь этих темплов, она просто ходила вот так вот, везде это все раскладывала. В какой-то момент уже все стало темно, ко мне подходит другая женщина, я ее видела, она здесь проходила, оказалось, что она, как бы они владельцы этого геста и просто на своей территории построили комнаты и сдают их. И я такая, кам, типа, пойдем. Я ничего не понимаю, такая, иду. Блин, все, последний рис у меня свалился. Короче, жалко, что я не записала сразу, потому что у меня было очень красивое на лице изображение из риса. В итоге я прихожу, и эта женщина старая с этими всеми подношениями в такой как бы шале, и в этой шале сидит перед этим всем молодая девчонка. Оказалось, что это дочь, как бы бабушка, мама и дочь. В итоге они садись, типа мы церемонию проводим. И эта женщина старая стала проводить церемонию. То есть как бы я просто такой домашней церемонии участвовала. Мне делали ровным счетом то же, что она делала своей внучке. Я ничего не поняла, я просто повторяла. Единственное, я про себя поняла, что что-то происходит сакральное, и я должна какое-то намерение сделать. Я ее повторяла: я здорова, я здорова, я здорова. Это, кстати, первое, что пришло в голову. Понятно, да, что мне уже 36 лет, и это единственный приоритет. И в итоге вот это все так было необычно, и меня даже вот с этим средняя из их семьи поснимала. Я сейчас, давайте вот покажу, как это было, но это было круто. Mertua di Bali, sedang santun bang selamat, bang dengan kenang mempuh agami. Dengan sesare, tebal tanah, tebal langit, tebal tubuh nunggu min. Ini baik sih. Halo. Nih, dia nana aja. Банта меня там раса. И вот в этой корзинке, которая там, да, стоит, там, короче, прям много всякого. То есть у них же подношения делают и цветы, и какие-то конфетки, и еду. То есть они задабривают условно духов. И в конце, в самом конце, она достала такую
из листьев тарелочку, в которой был рис и курица приготовленная. И эта девочка, которая внучка, такая берет руками рис и кусочек курочки. И нужно, короче, и они мне такие говорят, давай, ты тоже. Просто я грязными руками, блядь, беру этот рис, эту курицу, которую не знаю, кто готовил, сколько она там лежала. Короче, не знаю, я надеюсь, что у меня все в порядке будет. Но это такой офигенный экспириенс. Во-первых, еще раз я вспомнила, что на Бали нужно очень быть осторожной со своими желаниями, потому что, точнее, даже мыслями, потому что все мысли, которые ты думаешь, они просто тут же воплощаются. Хорошие, плохие. Если ты думаешь, что ты неудачник, ты будешь неудачной. Если ты неудачницей. Если ты думаешь, что у тебя вот, у меня нет денег. Я одно время прям повторяла постоянно эту фразу, у меня не было денег. И сейчас я понимаю, такая, ага, я забыла, где я нахожусь. В общем, такая вот история. Я прям вообще очень довольна. И мне кажется, что какое-то прям чудо. Доброе утро. Что? Там такие прекрасные звуки. Утренние разговоры какие-то. Там уже строители пришли. Вот такая вот здесь кухня. Неплохо, выглядит все чистенько. Единственное, что очень грязный холодильник. А так, в целом, я вот здесь вот вечером буду готовить ужин себе самый простецкий. Так, сегодня у нас воскресенье, и планы такие, что я еду сейчас на завтрак в кафешку, специально выбрала с таким видом на рисовые поля, чтобы зависнуть там часа на 3. Я возьму с собой 2 книги, возьму с собой тетрадку, в которой можно что-нибудь пописать, возьму с собой... Короче, устрою все, как у меня на террасе, только в другом месте. Вот, что одеваю, надеваю. Короче, я решила не париться, и мне так было впадлу вчера утром собирать свои аутфиты, что я взяла один из них очень проверенный, и вы уже, наверное, его видели миллион тысяч раз в сторис или где-то там еще. Просто посмотрите на мой макияж, надеюсь, вам видно, в ПМС. Просто я, блядь, как клоун, и у меня ничего не получается. Вся опухшая, и весь этот влог я буду вот такая вот опухшая. А это только еще первые дни ПМС. А еще я, видите, порезала ногу. Ладно. Нехуй страдать. Надо собираться. А еще вчера у меня очень сильно повредились ногти, какие-то обломанные и так далее. И именно в эту поездку я забыла взять свои маникюрные принадлежности. Вы не представляете, как меня сводит с ума вот это вот. Эти длинные ногти. Я вот даже сейчас... Эти длинные ногти разной длины. Это вся вот эта вот тема с кутикулой. Бля, сегодня воскресенье, и я не знаю, куда мне податься, чтобы купить хоть что-то. Вообще в Абуде очень отличается народ, и одевается он здесь
Ну, мне не нравится, как они здесь одеваются, назовем это так, чтобы никого не оскорблять. Во-вторых, здесь люди очень почему-то похожи друг на друга. Я не знаю, вот эти какие-то длинноносые девушки с вытянутыми лицами. Бля, я не знаю, почему они здесь все такие. Я знаю, что не все убудские такие, но вот я вчера была в кафе, и просто было 7 девушек из 10 примерно одного типажа. Я не знаю, каким образом они собираются в одну группу, в одном месте. Я не из этого типажа, если что. Как мне нравится этот аутфит. Так, у меня всегда проблема с волосами, потому что я легла с сырыми. Мне было лень как бы этим всем утром заниматься, потому что нужно минимум 40 минут выделить на мытье головы, сушку феном. Поэтому я вот сегодня буду вот такая вот немножко растрепанная. Если честно, мне пофиг. Так, у нас есть такой стандартный наборчик, сюда подходящий аксессуаров. Надеваем вот это. А нога-то болит, и кровит, и пластыря у меня тоже нет. Боже, вы не просто видели уже 1000 раз этот лук, он у меня в первом влоге у меня он тоже был. Я тоже была в этих шортах. Собственно, вот знаете, что я купила эти шорты, и их ношу без остановки теперь. Ну а что? Если честно, у меня какая-то была эра. Я постоянно что-то выдумывала, там, не знаю, придумывала луки. У меня даже выпал на это время курс по стилю, и тот стиль, который мы там условно создали, мне был очень офигенный. Вот, но что-то я считаю, что поднадоело, короче, мне. Все, let's go. Там что-то какие-то тучки. Точно не нужно никакого дождя. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, red face flamed by the light. I'm going away, gone away. Боже, вы не представляете, как я кайфую. Я чувствую себя просто Алисой в стране чудес. Я так мечтала просто вот по этим улицам ехать на своем байке, останавливаться везде, где только я хочу, поснимать. И это просто великолепно. Это... Как я давно этого хотела. Я не знаю, почему только сейчас я к этому стала готова. Это, конечно, риторический вопрос. Вот, все, иду есть, про место вам расскажу, да или не расскажу, в общем-то, неважно, я просто хотела поделиться своими эмоциями. As much as I can hold, I'm gone away. I'm gone away. Просто любое кафе в Убуде, и вот, пожалуйста, бери, что хочешь. И камни, всякие украшения. Я, конечно, здесь больше, чем 3 часа буду, походу. Но это просто идеальное место под мою задачу. Они, короче, вот дошли до другого края, и там все прилегли. Ну, типа, они шли вот отсюда, чик-чик-чик-чик-чик, вот сюда. Зачем? Почему? Непонятно. Чем хорошо Буде, здесь очень много кафешек с глютен-фри едой. Она, конечно, так называется, не факт, что она глютен-фри, но тем не менее я понимаю, что хоть что-то я могу выбрать, потому что это большая редкость. Еда, конечно, здесь странная. Очень жидкая шашкшучка. Такая вот. И вот боулы, конечно, они настолько всегда сухие, что, наверное, придется попросить какой-то дополнительный соус. Вот как это есть. Девочка-официантка увидела, что у меня прям течет кровь здесь, и предложила мне заклеить все. Намазала каким-то йодом сама.
И заклеила, короче, милашка. Короче, что? Короче, я увидела очень классные тарохи, всякие разные, и у меня возникло желание купить себе таро. На самом деле оно у меня уже было, но что-то, короче, сейчас, когда я вижу столько разных, прям хочется. Вот, например, мне нравится Гая Оракул. Вот такой вот. Смотрите, как красиво. Есть еще вот такая вот со слоном. Жаль, я не могу посмотреть, что там внутри. Есть вот еще Goddess Guidance Oracle Cards. Я так понимаю, здесь какие-то Диана, Афродита. Здесь, короче, не стандартные тарошки. Есть стандартное таро Уайта, но хочу что-нибудь другое, красивое хочу. Сейчас буду просто наугад выбирать. Witch Tarot. Очень прикольно, что можно остановиться. И даже когда условно едешь со своим парнем, ну не каждый раз ты можешь сказать: остановись, остановись, я хочу зайти в этот магазин. Ну не каждый раз. А я могу сейчас это и сделать. Я что увидела по пути магазинчик, который у меня отмечен, сохранен. Думала, что до него специально ехать, а он вот здесь. Покажу. Так, пробуем вот эту вот зеленую красивую бутылочку. Шпинат, витграсс, маринка, кукумбер, лайм. Это вообще не сладко нисколько. Яблоко добавили. Но баночка красивая очень, я даже не буду ее выбрасывать. В Убуде очень много цветочных магазинов вот с такими вот цветами тропическими. И здесь прямо их очень много, и можно собирать очень недорогие, вот прям действительно красивые букеты. Почему таких магазинов нет на Буките, я не знаю. Как будто бы здесь именно в Убуде, где-то поблизости это все растет, или откуда-то они это привозят, но я мечтаю, чтобы у меня вот где-то рядом с домом был вот такой вот магазин. Посмотрела цветы, пофотографировала их и ушла. Я бы, конечно, купила, но мне некуда их положить. Я бы даже забрала с собой. У меня перегруженный байк, и я просто их 2 часа до Улувата не увезу. Вот. Итак, короче, распаковка моих первых таро. Ну, мне кажется, что подходит вот такая вот мне картинка. Потому что мне очень важно, как вообще выглядят тарошки, чтобы они по стилю подходили мне, и я могла просто наслаждаться. У меня, короче, было лишь 1500, которые можно было свободно тратить, и в итоге что я покупаю? Свои первые таро. Ну, а где, как не в Убуде, это дело покупать? Давайте посмотрим. Ну, если честно, рубашка не очень. Не могу сказать, что мне прям нравится. Ну, так, семена. Но вот сами по себе они классные. Вау. Мои цвета. Да. Хоп. Здесь все фокусируется. Смотрите, как качела здесь у нас. Блин, прикольно. Я сейчас тебе сделаю, буду делать таро. Nine of Cups.
Это, короче, мне... Блин, так держу, непонятно. Хозяин геста принес. Почему я еще люблю путешествовать одна, ни от кого не зависит, потому что я всегда себе устраиваю дневной сон. Блин, особенно в путешествии, когда много всего видишь, ну как не перегрузиться? Я вообще не из тех, кто любит 500 тысяч мест смотреть, что-то делать, постоянно ездить еще по этим пробкам. Так что все. Бай. Я немножечко посплю. Я, короче, приехала в баню. Сегодня social день. И я думаю, там будет дохренище народа. Ну ладно, немножечко все равно покупаюсь, попарюсь и проведу как-то вот так вот время. Блин, нахрен мне здесь очередь, походу. Очень красиво. Вот там вот йога. Есть у меня предположение, что сегодня никакого расслабления не получится из-за количества народа. Не знаю почему. Мне кажется, все уже прознали про это место. Но попробуем. Что, я по маме посидела, попотела. Ну, прикольно. Вот. Не так много народу вообще, на самом деле, в сауне. Прикольно здесь, чипсы. Конечно, удивляет будет эта тема, что они просто везде начинают танцевать. Только начинается музыка. Ладно, сегодня хоть музыка была хорошая, правда. Такая, ну, не, короче, неплохая, не отлетевшая. Они просто сразу все начинают танцевать. Один начинает танцевать, следом все идут. И мужики, и вот они вот, бля. Короче, это забавно. Я ничего против не имею, но сама в эту пляску пускаться я никогда не хочу. Вот. Бля. Так, ну что, я вообще-то сегодня уже, мне кажется, должна была быть где-то около Улувата, около дома своего, потому что планировала рано утром выехать, но сегодня, именно сегодня льет все утро дождь в Убуде. Я просыпалась в 5:30, потом в 6, потом в 6:30, короче, каждые полчаса просыпалась, и был дождь. Я, конечно, ну не настолько еще водитель хороший, хоть я один раз и доехала от дома до Убуды, но что-то, короче, мне тревожно. Я боюсь даже не дождя, потому что у меня как бы дождевики, все-все-все есть, а я боюсь вот этих участков на дорогах, где там, не знаю, у тебя колеса по половине скрывает водой и огромные лужи. И я, короче, еще как к такому не готова. Поэтому вот, что, времени там 8:30, сейчас пока позавтракаю. Решила, что будет как будет. И поеду, значит, по пробкам. Ну, а что делать? Все равно уже все потрачено. Зато, конечно, очень все красивое, сырое. Сейчас покажу вам. Я иду в кафешку прямо напротив. Она меня манила все это время. Вот время пришло.
Мне очень нравятся вот такие вот какие-то супер локальные кафешки. Когда-то у меня проснулась к ним любовь. Правда, завтрак был просто, блядь, отвратительный. А после я решила дочитать книгу и не ожидала, что будет вот так вот. Я поставила телефон, чтобы на самом деле снять просто типа ревью свою, там последняя страница. Ну, я не ожидала, что это все закончится вот так вот. Это Чингиз Айтматов Плаха. Вторая книга Чингиза Айтматова, это киргизский писатель советский. И это просто... Я даже не знаю, как называть. Если вы живете, читаете только про любовь и про бабочки, то, конечно, вам это не понравится. Это про жизнь простых людей с их житейскими проблемами. В общем, это книга про человеческую жестокость, но, знаете, такую человеческую жестокость, не каких-то там злодеев, да, то есть каких-то там людей, которые вот всегда делают плохо, а просто человеческая жестокость, которая присуща человеку, с которой мы сталкиваемся практически каждый день. Я не буду говорить, чем заканчивается, но как бы результат налицо. Очень классно написано, на самом деле. Я думала, что эту толстую книжку я буду очень долго читать, очень легко читается, может быть, там первые 30 страниц тяжело шли. И истории Чингиза Айтматова необычные. Они, во-первых, про необычных людей, про тех людей, которых мы, ну, как бы особенно никогда не сталкивались. И что интересно, это киргизский писатель, и это все про Кыргызстан и вот ту сторону. Как много вообще произведений вы знаете вот про это, про тех людей. Очень там интересные у них имена. Да, я короче, в шоке. Ладно. Фу. Но не могла не дочитать. Мне нужно выдвигаться уже домой. Сейчас буду всю дорогу ехать и думать об этой книге. Как бы мне хотелось, чтобы все закончилось не так. Как бы мне хотелось, чтобы все закончилось не так. И с одной стороны, слава богу, что это вымышленная история, но с другой стороны, как много невымышленных историй таких с такими ужасными концами в нашем мире.